В минуты опасности гордый человек никогда не попросит помощи у своего врага. Многие захотят погибнуть, но ни за что не покажут свою слабость перед противником. Правда, когда речь идет о спасении ребенка, а не самого себя, приходится выбирать между гордостью и жизнью. Одна из героинь этой истории ненавидела людей, но когда пострадал ее детеныш, она четко знала, к кому нужно идти. После окончания Чеченской войны в одной глухой таежной деревне Воронежской области поселилась одна молодая пара. Парень до свадьбы служил по контракту, а его супруга работала медсестрой. Так и завязались их отношения, пока молодой военный залечивал свои раны. Роман развивался быстро, и молодые люди вскоре поженились. Семейная пара решила жить подальше от городской суеты. Молодой мужчина после военных действий не переносил шума, поэтому искал уединения, чтобы никто посторонний его не тревожил и не мешал. Перебравшись в провинцию, глава семейства устроился лесником. Оружие он держать умел и как человек военный о строгом порядке знал не понаслышке. Свою основную задачу он видел в сохранении леса и в защите дикой природы от браконьеров. Мужчина часто находил в лесу самодельные капканы, в которые нередко попадалась разная дичь. Лесник в таких случаях освобождал животных, а иногда даже выхаживал, если зверьку еще можно было помочь. В тот день лесник с женой заночевал у себя на заимке. Утром он собирался пробраться в глухую чащу и посмотреть, как там обстоят дела с недобросовестными охотниками. Но под вечер парень услышал, как за окном кто-то завыл. По звуку он понял, что с волками случилось что-то нехорошее, слишком долгим и жалобным был их вой. Лесник знал, где ближайшее волчье логово, и сразу же отправился туда. За плечами молодой мужчина нес ружье, поэтому хищников он не боялся. Лесник понимал, если животное так воет, то ему нужна помощь, а значит, хищник его точно не тронет. Дойдя до волчьего логова и обследовав его, даже бывший военный ужаснулся от увиденной картины. Двое волчат были буквально раздавлены. Похоже, что сначала в них стреляли, а потом решили поиздеваться над уже неживыми малышами. Взрослые волки куда-то пропали, и мужчина уже собирался уходить, как вдруг услышал слабый писк. Под корнем дерева лежал волчонок. Браконьеры его не добили, а лишь задели выстрелом. Обрадовавшись, что хоть один детеныш выжил, лесник понес его к жене. Женщина не стала объяснять, что она лечит людей, а не животных. Она молча взяла аптечку и медицинские инструменты и положила найденыша на стол. Мужу супруга велела идти спать и не мешать ей. Спустя несколько часов за окном снова раздался вой. На этот раз он был совсем близко. Хозяин вышел на крыльцо, пряча за спиной оружие. В метрах 10 от дома стояла волчица. Хищница смотрела на человека и скулила. С каждой минутой становилось понятно, зачем животное пожаловало в дом лесника. Мужчина вернулся в дом, взял волчонка и положил около крыльца, закрыв за собой дверь. Животное тут же подошло к детенышу и стало его лизать. Затем волчица взяла щенка зубами и потащила в лес. Несмотря на то, что браконьеры убили ее детеныша, хищница не стала считать всех людей плохими. Она знала, что лесник ей не враг, а возможно даже друг. Поэтому волчица стала звать мужчину на помощь. Когда же ее детенышу помогли, она пришла к дому лесника, как будто понимая, к какому дому можно подходить, а какой лучше обходить стороной. Все это наводит на мысль, что животные прекрасно понимают, как отличить хорошего человека от плохого. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.